Ой, ну очень хорошее, тихое, спокойное место. Когда надоедает, как говорится, город, хочется тишины, и я так думаю, что этот район очень хорошо подойдет для тихой, спокойной жизни, когда у вас есть дети, в безопасности ваши дети, ну и, соответственно, море, оно рядом. Как ни крути, но море, оно иногда нужно. Всем привет, меня зовут Анастасия, я представляю агентство недвижимости Нора Гаари Минкуль. Сегодня мы находимся в районе Давул-Тепе, в комплексе, который ранее снимали и продавали здесь квартиры. Квартира продается, планировки 3+1. Продается как с мебелью, так и без мебели. Все в описании обязательно укажу. В чем преимущество данного района и данной локации? Первое преимущество. Очень близко транспортная разведка. Трасса Д400 отсюда максимум в 50 метрах. Школа максимум 150 метров. Базар, рынок, все максимум 50 метров от вашего комплекса. Вам не нужно ездить куда-то далеко. Территорию комплекса повторно снимать не буду, вставлю из предыдущих видео. Ничего здесь не изменилось. Все как было, так же осталось. В комплексе имеется 3 блока. Теперь давайте и посмотрим саму квартиру. Я думаю, что она вам также понравится. Итак, сейчас мы заходим в саму квартиру. Напоминаю, квартира планировки 3+1. Здесь у нас, получается, при входе имеется металлическая дверь хорошего качества, со сложными замками, 2 сложных замка. С этой стороны у нас имеется гостевой туалет. Небольшой. Теперь пройдемте дальше. Здесь у нас хороший, длинный, широкий коридор. С этой стороны кухня. Кухня отдельная. Посмотрите, какая хорошая, светлая кухня. Полностью вот панорамное окно. Из кухни у нас выходит вид на море. Конечно, здесь нужны небольшие вложения, но цена соответствует качеству. Посмотрите, какой здесь красивый вид. Квартира расположена на 9 этаже. Кухонный гарнитур входит уже в стоимость. Очень много шкафов. Кухонный гарнитур у нас глубокий. Замена такого критического ничего не нужно. Поверхность мраморная. Обратите внимание, что здесь уже радиаторы установлены. Теперь пойдемте и пройдем в комнаты. С этой стороны у нас комната. Итак, давайте посмотрим одну из спален данной квартиры. Здесь получается, посмотрите, в принципе спальня хорошая, квадратной формы. Посмотрите, какая здесь огромная кровать, стоит огромный шифоньер. И как бы очень даже хорошо. Спальня примерно 13-14 квадратных метров. Широкая, просторная и светлая. Здесь у нас из окна выходит неплохой вид на море и очень хороший вид на территорию комплекса. Квартира очень теплая, светлая, просторная. Теперь пойдемте, здесь у нас получается хороший, широкий, светлый зал со всех сторон. С этой стороны у нас окна, с этой стороны окна. Очень светлые. На полу лежит ламинат светло-белого цвета. Радиаторы уже также установлены. Посмотрите, какой большой радиатор. В квартире очень тепло. Теперь пойдемте пройдем на балкон. Вот тут. Здесь получается вот такой вот хозяева квартиры. Здесь у нас получается
Здесь у нас получается вот такой вот широкий балкон. Вот, посмотрите, какой хороший вид на территорию комплекса. Квартира расположена на 9-м этаже. А с этой стороны у нас открывается потрясающий вид на горы и лимонные апельсиновые поля. Посмотрите, какая красота! Здесь, вон, смотрите, у них свои лимончики растут. Дома, домашние. Вы тоже можете их выращивать. Окна и двери у нас пластиковые, уже заменили. В квартире сделан, небольшой косметический ремонт. В принципе, критически ничего делать не нужно. Стены выровняли, где-то потолки и так далее, вот пол заменили. Так что я так думаю, что на первый случай жить можно, но если захотите, можете сделать и ремонт, потому что, в принципе, в Турции это не так долго и не так дорого. Пойдемте дальше. Двери, кстати, новые, не старого типа, хорошие двери. Здесь, смотрите, один коридор отделяет жилые комнаты. Смотрите, вот такой вот дверью. Проходите сюда. Здесь у нас еще две спальни. Это первая спальня. Немного, конечно, захламлена. Она получается где-то 10 квадратных метров. Соответственно, это все уберется, и вы смотрите на нее как на комнату. Я вот сейчас смотрю, в принципе, какого-то ремонта такого не нужно. Стены ровные, потолки ровные. Окно выходит, вид из окна выходит на балкон и на прекрасные наши горы Торос. Теперь пойдем в родительскую спальню. Родительская спальня у нас не маленькая, очень хорошая, просторная, светлая. Окна выходят на две стороны. Одно окно выходит на запад, другое окно выходит на север. А родительская спальня у нас выходит 20-23 квадратных метра. 20-23 квадратных метра. Посмотрите, какая большая стоит, большая кровать, диван. Пойдемте посмотрим. Здесь, получается, в родительской спальне у нас имеется второй балкон, который очень большой, с потрясающим видом, открытым на горы. Вы посмотрите. Смотрите, какой потрясающий здесь выходит вид. Огромный балкон, я даже не знаю, 10 квадратов точно есть. Больше даже, намного больше. Я не замеряла, честно. Огромный балкон. Потрясающий вид выходит на горы и на апельсиновые сады. Это у нас второй балкон. Обратите внимание, всего лишь в 50 метрах от вашего комплекса расположен базар. Вот он, с красной крышей. Каждый четверг здесь фермерский рынок. Теперь давайте пройдем во второй туалет. Здесь у нас получается, да, конечно, нужен ремонт, но критического ремонта нету необходимости. Здесь огромная вот такая душевая кабина, она чистая. С этой стороны у нас уже установлен полотенцесушитель. Квартира очень хорошая и теплая. Я бы заменила здесь плитку. И вот раковину, конечно, тоже заменила бы. А так душевую кабину, может быть, оставила бы, может быть, тоже заменила. На полу лежит новая плитка. Теперь пойдемте посмотрим саму территорию.
Итак, обратите внимание, что здесь получается газ активный, абонемент уже подключен. Вот она сама хозяйка. Сейчас я спущусь немного по лестнице. Эвет. Сейчас я спущусь немного по лестнице, покажу вам, что дом не сырой, очень хороший и ухоженный. В основном у всех уже установлен газ. В подъезде у нас, обратите внимание, установлено видеонаблюдение перед лифтом. Вот. Хороший, чистый подъезд. Здесь у нас вот такая вот как бы входная зона парадная. С этой стороны бассейн. Территорию комплекса повторно снимать не буду, вставлю из предыдущих видео. Ничего здесь не изменилось. Все как было, так же осталось. Смотрите, получается, сейчас мы заходим в сам дом. Обратите внимание, что вот такой дизайн входной зоны бывает только у старых домов. У домов, которые от 15 до там, и так далее лет. Потому что я часто замечала, многие говорят, что якобы дом новый, но показывают дома вот с таким дизайном. Итак, смотрите, вот такие вот как колонны в основном всегда делали в старых домах. Теперь пойдемте зайдем и посмотрим, как у нас в подъезде. Обратите внимание, дом новый, здесь вот фасад они обновляли, сам дом красили, в подъезде все очень чистенько, очень хорошо. Имеется один лифт. Посмотрим саму территорию. Линейная, тут уже все с годами все растет, все уже выросло. Посмотрите, какая здесь хорошая, чистая территория, ухоженная. Много цветов, много деревьев, вон апельсины, лимоны растут. Здесь, вон, смотрите, какие цветочки. Территория действительно хорошая и ухоженная. На территории комплекса имеется два бассейна. Один бассейн детский, один бассейн взрослый. Сейчас не сезон, чтобы бассейны были наполнены, поэтому они сейчас все бассейны спускаются. Смотрите, какая хорошая территория. Здесь и виноград, здесь и лимоны, апельсины, вон цветочки какие-то растут. Такая вот беседка имеется. Спереди есть парковочная зона. Так, смотрите, здесь получается на территории комплекса у нас имеется 3 блока. Вот такая вот хорошая территория. Здесь у нас имеется парковка, парковочная зона. С этой стороны апельсиновые, лимонные сады. Вон, вижу, лимончики растут. Такая вот хорошая, красивая территория. Вот на территории комплекса имеется детская площадка. Сейчас мы пришли на пляж. Тут, получается, от вашего комплекса до Д400 дороги 100 метров. От дороги Д400 вот такая вот хорошая асфальтированная дорога с эвкалиптовым саду, грубо говоря. Вот, вас полностью везде окружают эвкалипты. Асфальтированная дорога до пляжа. Максимум 200 метров. Теперь пойдемте пройдемся сам пляж и посмотрим. Сейчас мы пришли на пляж. Посмотрите, вот здесь получается очень хороший чистый пляж. Это дикий пляж, не городской. Вот он идет как по черте города, так и идет. В принципе, купаться здесь можно. Здесь плиты у нас, но вода от этого чище, чем там, где пляж песчаный. Посмотрите, какая прозрачная, хорошая вода. Люди вот сидят, отдыхают, кушают орешки. Красота! Красота какая!
Получается, здесь у нас имеется пешеходная дорожка. Она идет полностью вдоль всего города. Где бы вы ни находились, в каком бы районе вы ни находились, везде есть пешеходная дорожка. Вы пешком можете дойти от начала города, это от лимана, от порта, до, я не знаю, до Тумюка, до Эрдемли и туда дальше. Везде имеется вот такая пешеходная дорожка. Можно выйти пешочком прогуляться, можно на велосипеде. Смотрите, в 2 шагах от вашего комплекса у нас находится вот такой вот базар. Настоящий турецкий базар. Каждый четверг здесь у нас базар. Кто знает Надежду, она тут всех уже знает. Где дешевле, где получше, где посвежее. Все к Надежде, пожалуйста. Посмотрите, здесь у нас оливки. Всяко разных сортов, всяко разных солений. Здесь у нас сыр. Также всяко разных сортов, всяко разных видов. Турецкий суджук. Его, кстати, кушать нужно. Многие приезжают сюда, кушают его сырым. Нет, его надо готовить, его надо жарить. Мед. Оливковое масло. Здесь у нас свежие овощи, зелень, чай, ферен. Какой мальчик молодец. Видите, уже даже русский начинают учить. Такая вот свежая зелень. О, а хурма наша, она просто божественная, она тает во рту. Давай, давай. Fotoğrafını çek Instagram'a. Gel gel. Teşekkür ederim. Вот такой вот детский парк имеется рядом с вашим домом. Ваши дети могут прийти, покататься на качелях, на горках. Здесь вон цветочки также растут. Вон беседки, люди сидят, отдыхают. Главная дорога Д400 находится от вашего дома максимум в 100 метрах. Обратите внимание, здесь у нас есть Аюсбир магазин А101. Отсюда примерно еще 100 метров находится БИМ. И посмотрите, здесь есть все, что необходимо. Даже не нужно никакие базары, потому что здесь есть вот овощная лавка. Имеется вот такой вот магазин одежды. Вот овощная лавка у нас здесь. Магазинчик. Здесь же сладости также продаются. Вот они. Турецкая бахлава. Вот так вот готовится турецкая сладость. Аюсбир и так далее. Мясные, куриные, все магазины есть здесь. Даже есть вот тысячи мелочей наподобие наших. Здесь все имеется. Ну вот и все. На этом, я думаю, что можно завершить наш обзор нашей квартиры, обзор района Давул-Тепе. Я думаю, что многим из вас это видео было полезно не только в самой квартире, но и просто, чтобы узнать, что за такой район Давул-Тепе. Мне все спрашивают, никто не знает. Вот, это тихий, спокойный спальный район. Очень рядом от Соли-центра. До Соли-центра отсюда ехать максимум 7 минут плюс-минус. Автобусы постоянно ездят. Вся инфраструктура здесь имеется. Я думаю, что данный район много для кого подходит. Всем пока-пока. С вами было агентство Нора Гариминкуль. Меня зовут Анастасия. До скорых встреч.